Всем привет, меня зовут Галя, и в этом видео я хочу показать вам, как сплести вот такую вот набивную махровую фиалочку. Она довольно-таки крупненькая, можете рассмотреть более подробно ее на фотографиях, которые будут, как всегда, в конце видео. Вот, и если вам интересно, давайте начнем плести. Для листочков у фиалки нам понадобится два цвета бисера. Основной это зеленый, у меня такой зеленый, он с таким радужным отливом, и обычный такой молочный, бежевый. Нам понадобится на ось где-то сантиметров, вот здесь вот у меня 14, ну сантиметров 15, значит, проволочка 0,5 диаметра, и основная рабочая проволока я выбрала зеленого цвета 0,4 диаметра. Вначале мы соединим рабочую проволоку с осевой проволокой. Конец зеленой проволоки соединим с осевой и немножечко сделаем прокрутку. Ну так, достаточно, чтобы здесь оставалось где-то 5 сантиметров. Вот это вот на эту часть. И рабочей проволоки нам понадобится около метра. Это на маленький листочек. Я вам покажу на примере маленького листочка. Большой листочек плетется аналогично. Вот. На ось набираем 3 сантиметра бисера. Можно на ось использовать, здесь уже тоже будете смотреть сами, на ось набирать такое количество зеленого бисера и такое количество, значит, в разноброс бежевого, чтобы листочек получился в крапинку. Ну вот, смотрите, я выбрала вот, допустим, вот так вот на ось у меня будет 3 сантиметра на оси. Вот такой набор. Вы можете просто зеленый взять. На рабочую проволоку также будем чередовать. Основной цвет должен преобладать, конечно же, зеленый. И вкрапление бежевого цвета. Набираем зеленый бисер. Допустим, вот такое количество. Дальше, допустим, одну бусинку бежевого цвета, дальше также зеленый цвет, пускай будет бежевого там побольше, например, такое количество. Ну, то есть вы будете уже чередовать, сами смотреть. И нам нужно проплести 3 пары дуг. Здесь я как бы не заостряю внимание, заостренный верх, округлый низ, или наоборот округлый верх, округлый низ. Как получается, так получается. У меня почему-то они круглые, я здесь не вывожу, они получаются округлые. То есть вот так. Проволочку завожу на осевую, рабочую на осевую, то есть шов всегда на меня смотрит. Вот. Дальше, например, я хочу набрать также, продолжить немножко бежевый цвет. Делаем вкрапление зеленого цвета, также бежевый, по одному, там по 3 бисеринки. Также, повторюсь, можете набирать так, как вам удобно, как видно вам, чтобы в дальнейшем получался рисунок. И таким образом нужно проплести 3 пары дуг. Так, ну вот смотрите, проплели 3 пары дуг, получился вот такой вот рисунок у меня. У вас, я еще раз повторюсь, может получиться совсем другое, только смотрите, чтобы верхняя часть лепесточка преобладал белый, ну бежевый, побольше было бежевого цвета, а к низу, к концу лепестка была зелень. Вот, это тоже как бы очень важно для лепесточка. Так, 4-я пара дуг у нас будет незавершенная.
То есть будем делать отступы или бороздки, как я их называю. Так, ну вот на таком расстоянии. И проплетаем. Если у вас лицо лепесток смотрит лицом на вас, значит проволоку мы просовываем сверху вниз, то есть с лицевой стороны на изнаночную. Заводим за бисеринки, выравниваем. Так, и дальше тоже уже дело как бы вкуса. Набираем бисер разного цвета. И с другой стороны точно так же. Так, ну я думаю, вы поняли смысл и процесс плетения дальнего лепестка. Делаем еще, так, сколько? Еще 3 таких отступа с обеих сторон, чередуя бисер, делая вкрапления белые сверху, а к низу, чтобы было больше зелени преобладало. Так вот, такой вот лепесточек получается. Остаток проволочки мы закрепляем вокруг осевой проволочки, либо лишнее можете удалить, обрезать. Кончик. На кончике осевую проволоку мы также обрезаем, оставляя где-то сантиметра 0,3-0,4 миллиметра. Загибаем на изнаночную сторону вот этот хвостик сюда. Вот. И вот такой вот прекрасный листик получается. Для моей фиалочки я сплела таких лепесточков 10 штук. И больших лепесточков также сплела 10 штук. Смотрите, лепесточки все разные у меня. Нет совершенно одинакового рисунка. 10 маленьких лепестков на ось мы одеваем, на ось набираем 3 сантиметра бисеринки. Рабочую проволоку отрезаем где-то метр. Вот, и делаем 3 пары дуг и 4 вот этих вот отступа. 4 бороздки должно получиться. Большие лепесточки у нас, так, сейчас покажу. На большой лепесток тоже также мы набираем 3 сантиметра на ось бисера, проплетаем, отрезаем проволоку рабочую где-то уже 1,5 метра, проплетаем 4 здесь пары дуг и делаем 5 вот этих вот бороздочек, 5 отступов должно получиться. Итак, для самого цветка и для также полураскрывшихся цветочков и бутончиков нам понадобится основной цвет. У меня вот такой вот малиновый. Так, каемочка у меня розовая будет, и окантовочка белая, белый матовый. И для сердцевинки цветочка нам понадобится совсем немножко желтого бисера. Возьмите проволоку 0,4 диаметра, и с катушки нам нужно сделать осевую и рабочую проволоку. Для этого, не отрезая от катушки проволоку, складываем где-то сантиметров, так чтобы потом удобнее, сантиметров 9-10, наверное. И делаем скруточку, значит, как обычно. Так, сделали скрутку, оставляем небольшой кончик. Получилась осевая и рабочая проволока. От рабочей проволоки, значит, длина рабочей проволоки где-то будет, сантиметров, наверное, 15.
значит, от осевой мы отмеряем и от катушки основной отрезаем. И нанизываем на рабочую проволоку, значит, основной малиновый бисер, небольшое количество, и на ось одеваем 4 бисеринки. И нам нужно проплести 3 пары дуг. И последняя пара дуг. И здесь вот у меня остался небольшой маленький кончик. Ну, вот такой вот лепесточек, значит, получается. И дальше нам понадобится проволока 0,3 диаметра. Отрезаем этой проволочки от катушки где-то сантиметров, наверное, 45-50. Теперь эту проволочку нам нужно присоединить к нашему будущему лепесточку. Так, вот таким образом. Прикручиваем вокруг ножки. Как бы наращиваем проволочку, но уже меньшего диаметра. И на проволочку теперь надеваем 10 бисерин розового цвета. Итак, смотрите. Мне удобнее на изнаночной стороне плести. Отмеряем сначала, значит, 5 бисерин. И еще одни 5 бисерин мы скручиваем вот в такую петельку, как можно ближе к вот этим 5 бисеринкам. Раз, два, не больше. Две прокрутки, не больше делаем. Теперь мы набираем, нам нужно набрать 2 бисеринки розового цвета также. Вставляем их к лепестку. И также набираем еще 5 бисерин. Смотрите, получается 2 бисеринки. И теперь как можно ближе к вот этим 2 бисеринкам из 5 бисерин сплетаем точно такую же петельку. Вот так. Также 2 оборота. Раз, два. Вот. Точно таким же образом набираем 2 бисеринки, 5 бисерин петля, 2 бисеринки, 5 бисерин петля до оси. Проплели до оси, у меня получилось здесь 7 таких вот петелечек. Доплели до оси и натягиваем, значит, это как бы дуга еще одна получается у нас. Нужно закрепиться за эту ось, и здесь мне не хватает одной бисеринки. Я набираю одну бисеринку, вот она, одна бисеринка, и теперь мы закрепляемся вокруг оси. Так, и как по предыдущей схеме, с другой стороны нам также нужно проплести 7 таких петелек. Между петельками у нас 2 бисеринки. Одну бисеринку мы оставили в этой стороне. И теперь нам нужна еще одна бисеринка, чтобы как бы между петельками получилось 2 бисеринки. Вторая бисеринка ушла на эту сторону. И точно так же сейчас набираем сначала 5 бисерин. И проплетаем как можно плотнее к этой бисеринке петельку. Точно так же мы проделываем до конца. Я доплела, закончила как бы дугу. Здесь получилось 7 петелечек. И проволочку я заполняю просто нанизанным бисером. И заканчиваю дугу. Лишний бисер убираю. Так должно получаться.
Теперь можно избавиться от остатка оси. Вот этот вот остаток, кончик проволочки небольшой, загибаем на изнаночную сторону к лепестку. И теперь нужно вот этот кончик проволочки, который у нас остался, вывести на макушку вот этой вот петельки, первой вот этой петельки. То есть в обратном направлении через бисеринки нам нужно это сделать. То есть вот через этот ряд проволочка у меня прошла, затягиваю. Так, вот проволочка вышла у нас. И теперь нужно подняться на макушку, значит, петельки. Через 2 бисеринки на петельке снизу. Ну вот, смотрите, проволочка вышла. И теперь ее нужно затянуть. Вот таким образом, значит, проволоку вывели. Теперь нам нужен белый бисер матовый. Я нанизываю всегда по 5-6 бисерин. Опускаем это все к лепестку. И теперь кончик проволочки продеваем в соседнюю петельку через, так сказать, серединку петельки, через третью бисеринку нам нужно ее пропустить. Затягиваем. Дальше точно так же набираем 5-6 бисерин, пускаем через следующую соседнюю петельку, через макушку петельки, то есть третью бисеринку. У нас же из 5 бисерин состоит петелька. Третья бисеринка получается у нас на макушке. Через эту бисеринку и проводим проволоку. Вот такая бахромушка как бы получается. То же самое, точно таким же образом, до самого конца проплетаем. И вот что в итоге получается. Такой вот лепесточек. И проволочка у нас остается. И нам эту проволочку точно так же теперь через 2 оставшиеся бисеринки на петле и вот эти вот бисеринки до, значит, ножки, через эти бисеринки нам нужно вывести вот этот вот конец рабочей проволоки. Так, вывели и эту проволочку к ножке, и теперь ее просто-напросто тоже так же вокруг ножки обматываем. Кончик удаляем, и вот эту вот кругляшок мы тоже, оставшиеся на ножке, разрезываем пополам, соединяем проволочки, и получается вот такой вот лепесточек. Для цветка большого нам понадобится 5 лепесточков. И еще вот таких вот чуть поменьше нам нужно 2 лепесточка. Так, здесь у меня также 4 бисеринки на ось и уже 2 пары дуг, и точно так же проплетаем. Здесь у меня получилось по 5 вот этих вот петелек от оси. Таких нужно сделать 2 штучки. И совсем маленькие, тоже 2 штучки нам понадобится. Мы берем на ось 2 бисеринки, также 2 пары дуг и по 8 штук. Значит, 8 петелек с одной стороны, 8 с другой. И таких нам понадобится тоже 2 лепесточка. Возьмите небольшой кусочек проволоки 0,3 диаметра, где-то сантиметров 20. Набираем 4 бисеринки
выводим ее выводим эти бисеринки ровно по центру проволочки, то есть складываем пополам и прокручиваем где-то миллиметров, наверное, 5 ножка. И теперь с каждой из сторон также по 4 бисеринки прокручиваем петельку таким же способом. Здесь уже равняемся на предыдущую, то есть отступаем столько же где-то 0,5-0,8 миллиметров, скручиваем петельку. И нам нужно сделать еще 2 таких петелечки. Так получается. И теперь их как бы соединяем так между собой и прокручиваем вот эти вот оставшиеся кончики проволочки. Такая вот сердцевинка должна получиться. И теперь, когда все элементы цветка готовы, приступим к сборке. Отрежьте проволочку 0,3 диаметра, небольшой кусочек размером где-то сантиметров 50. Возьмите сердцевинку и самый маленький лепесточек. Теперь между собой можно пока вот таким образом скрутить сердцевину и один лепесток. Так. Теперь, чередуя маленький лепесток и лепесток побольше, прикрепляем потихонечку в шахматном порядке. Дальше возьмем маленький лепесточек и лепесточек среднего размера. И теперь оставшиеся 5 лепестков прикручиваем с помощью проволоки уже в шахматном также порядке вокруг сформировавшегося первого ряда. И вот такой вот цветочек у нас получается. С этой стороны, с этой. Вот такой набивной махровый цветок. Для чашелистиков я взяла точно такой же зеленый бисер, что и для листочков. И возьмите проволочку длиной где-то 25 где-то сантиметров. Вот, 0,3 диаметра. И мы сейчас делаем чашелистики для бутончиков у фиалочки и для полураскрывшихся цветов. Для самих цветков чашелистики делать не буду, так как при сборке они практически видны не будут, и поэтому, чтобы как бы не усложнять работу, мы их делать не будем. Итак, наберем небольшое количество бисера, неважно сколько. Так, и один конец проволоки пропускаем в обратном направлении через 2 бисеринки. То есть убираем одну бисеринку и через оставшиеся 2 проволокой обратным концом проходим через бисеринки таким образом. Выводим проволочки на одинаковый уровень, чтобы кончики были на одинаковом уровне. Вот, одна бисеринка здесь и 2 бисеринки эти 2 бисеринки затягиваем. Вот. Ну, мы уже такие чашелистики с вами я уже показывала, как плести, но все равно еще раз покажу. Так, и набираем еще небольшое количество бисеринок на оба конца проволоки. Ну, смотрите, вот как будто такой вот лепесточек должен получаться. На один конец набираем 7 бисеринок, на один конец проволоки, на другой конец проволоки
набираем 8 бисеринок, то есть на одну больше. Тем концом проволочки, где у нас находится меньше бисерин, проходим через последнюю бисеринку таким образом на другой проволочке, где у нас последняя бисеринка находится, вот через нее и мы протягиваем проволочку. То есть вот так получается. И затягиваем. Ну, такой вот лепесточек, чашелистик получается. И сейчас по обе стороны от проволоки проплетаем по 2 таких чашелистика. Такой чашелистик должен получиться. Итак, давайте приступим к сборке в начале бутона. Рассмотрим, из каких лепестков состоит бутон. Бутон состоит из 3 таких же лепесточков. Сейчас скажу. Здесь 4 бисеринки на ось малинового цвета и 2 пары дуг, 5 петелек с одной стороны, 5 петелек с другой стороны. Нам на бутон нужно таких одинаковых 3 лепесточка. Смотрите так, чтобы изнаночная сторона смотрела вовнутрь. Изгибаем так вот как бы. Теперь я возьму прям совсем немножечко зеленой тейп-ленты и замотаю у основания, значит, наш бутончик. Скрою проволоку. Чисто от того, чтобы скрыть проволоку. Так. И прикрепляем чашелистик. Ну вот, такой вот бутончик получается. Теперь давайте приступим к сборке полураскрывшегося цветка. Этот цветочек состоит точно из таких же лепесточков, что и бутон. Только для такого цветочка нам понадобится уже 8 штук. Первые лепестки будем укладывать так, чтобы шов, изнанка смотрела вниз. Берем проволочкой плотно-плотно заматываем. Теперь оставшиеся 5 лепестков складываем их так. Тоже смотри, чтобы изнанка как бы вниз смотрела. И потихоньку приматываем. Так, ну вот такой полураскрывшийся еще не совсем цветок. Полураскрывшийся цветок выходит. Точно так же, как у бутон. Часть ножки скрываем у основания. И прикрепляем чашелистик. Итак, наша фиалочка состоит из 3 раскрытых цветков, 2 полураскрытых и 3 маленьких таких вот бутончика. И теперь приступим к сборке. К каждому листику, каждому цветочку я прикреплять буду вот такой вот стержень, где-то 1,5 миллиметра диаметром, проволочка. У меня длиной где-то
11-12 сантиметров, но вы тоже там смотрите, длина стержня будет зависеть от размера горшка, в который вы хотите посадить, конечно, фиалку. Для моего горшочка, который я выбрала, мне подойдет такая длина. И теперь с помощью зеленой тейп-ленты мы присоединяем к стержню каждый листочек и каждый цветочек. Так, вот такие листочки, значит, получаются. И также мы сажаем и бутончики, и цветочки на такой же стержень. Смотрите, вот такой горшочек я подобрала для моей фиалочки. Такой вот съемный, из двух частей состоит. И теперь каждый цветочек, каждый лепесточек. Сейчас я прикину, как чего будет. Как расположить их лучше. И вот я сейчас пока приблизительно раскидала, как куда каждый лепесточек, каждый у меня цветочек будет находиться. Сейчас я все залью гипсом, распределю цветочки и уже покажу вам итоговый результат. Вот, друзья, залила гипсом фиалочку. И теперь, когда гипс встал, я залила ее вот еще в полиэтиленовый пакет. То есть, смотрите, сейчас просто я вынимаю фиалочку из полиэтиленового пакета. Ой, вынимаю из горшочка. Так, фиалочка залита. И полиэтиленовый пакетик мы просто удаляем. Я и пакетик использовала, так как в моем горшочке есть небольшие вот такие отверстия. Чтобы гипс не выливался, я использовала пакетик. Вот. Когда заливала, потыкала, в общем, в гипс все элементы так, как мне нравится, так, как я хотела бы, чтобы выглядела моя фиалка. Вот, теперь просто кладу сюда. А когда гипс начал вставать, я начала регулировать длину и расположение уже конкретное, точное цветочков, бутончиков, лепесточков. И вот фиалочка полностью готова. Вот сюда, где виден гипс, в горшочек я поместила искусственный наполнитель зеленый мох. Можете, если мха нет у вас, используйте, допустим, какие-нибудь камушки или сизаль, ну, то есть какой-нибудь наполнитель. Вот, и теперь полностью листики все распределила. И еще такой момент, когда будете сажать фиалочку в горшочек, то сажайте сначала большие листики, а кверху уже сажайте маленькие. Вот. И такая вот красавица получилась у меня. Если вам понравилась моя фиалка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вас ждет еще очень много интересных работ. Всем творческих успехов. До новых встреч!